Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Как всегда, по утрам вторника говорим с Пламеном Пасковым в прямом эфире. Пламен, приветствую вас пламенно. Приветствую вас и вашу очень нетерпеливую аудиторию в связи с новыми, скажем так, темами для обсуждения, которые всем сулят что-то. Либо снижение, либо увеличение цен, либо перемирие, либо продолжение войны, либо много чего другого. Поэтому я сейчас не буду отнимать у вас, скажем так, список вопросов. Надеюсь, что наши зрители будут удовлетворены, и они получат пищу для размышлений. Не обязательно соглашаться с нами, обязательно проверить колокольчик, второй раз нажать, чтобы он черненьким стал, потому что YouTube почему-то его отбеливает. Мне про подписку в наших каналах. И, соответственно, не забывайте пальчик, комментарии. Вам не жалко, нам приятно, и не только приятно. Алгоритмы YouTube это любят. А вы сами понимаете, YouTube тоже гонимый сейчас, особенно на территории Российской Федерации. И вообще интернет стал гонимый, поэтому чем больше, тем лучше. Ребята, подключайтесь, пожалуйста. Да, друзья, присоединяйтесь, очень интересно, скажем так, сегодня будет пообщаться, потому что как бы переспали мы с переговорами Трампа ночь. Новой информации прибавилось не шибко, но многие как-то вот посмотрели немножко трезво на то, что происходило на рынках, и, собственно, оценили немного по-другому эти заявления. Все будем сегодня обсуждать, ровно как и перспективы урегулирования российско-украинской войны. Ну, в принципе, они как бы тоже достаточно туманны. Почему? Потому что состоялся совбез, и там обменялись колкостями, как обычно. В принципе, для этого их туда и отправляют. Не Бензя, Мельник, представители России и Украины. Но ввиду этого, аккумулируя, так сказать, сегодняшний эфир, чтобы в конце подвести итоги и перейти к вашим вопросам, которые можно отправлять в сообществе YouTube, в клубе зрителей «Шелест» и в чате трансляции, но в чате в самом финале, да, в финальной части программы, я вот предлагаю вот над чем порассуждать и с этого начать. Кто больше вот по состоянию на сейчас хочет закончить войну? И варианты такие, понятные. Значит, США, Иран, Украина, Россия. Вот такие, собственно, незамысловатые варианты. Там, где США, мы подразумеваем еще туда плюс в копилочку Израиль, да, который как-то вот немножко сменил свой вектор. И, судя по заявлениям Биби, говорят, ой, слушайте, перемирие это так хорошо, да-да-да. А сами продолжают лупить, так сказать, точечно и уничтожать цели на территории Ирана и проводить свою операцию против Хизбаллы в Ливане. И к Украине мы присовокупляем также еще и Европейский Союз. Ну, те доноры, которые как бы вроде как есть, но их пока нет. Они вроде как обещают, дают немножко позже. И вот в подвешенном состоянии вообще вот эта помощь. Но, тем не менее, все-таки будем держать в уме, что это вроде как Европа воюет на стороне Украины. Но под Россию и США мы никого, скажем так, да, ну, точнее, под Россию и Иран мы никого не присовокупляем. Можно, конечно, тень Китая надвесить, но это, знаете, уже, скажем так, другой уровень политологии. В общем, голосуйте, и интересно, какая сторона из 4 воюющих, примем, что их 4, вот сейчас готова и хочет больше завершения войны. Что думаете вы, Пламен? Как ответили бы? Ну, я здесь не могу не выбрать больше, чем одного ответа. Потому что первый ответ США – это безусловно. Нужно выходить, нужно уносить ноги. Первый, который предлагает перемирие и вообще-то прекращает огонь, и опять же просит о переговорах и так далее, это слабая сторона. Это была не иранская сторона, это была американская сторона. То есть американцы этого хотят. А здесь, к сожалению, нельзя убирать со списка ответов и Украину, которую вы добавили. То есть Украина плюс коалиция желающих, коротко говоря, коалиция желающих и коалиция Эпштейна, они хотят прекращения. Правда, из коалиции Эпштейна, в скобках США и Израиль, я не уверен, что Израиль хочет. Я, скорее всего, уверен, что Израиль хочет продолжить, потому что у них действительно программа из 4 точек совершенно понятна. Я даже подозреваю, что программа из 5 точек. Первое. Нужно убрать ядерную программу Ирана. Это даже не светится. Иран это даже не обсуждает. Второе. Надо забрать у Ирана обогащенного урана 400 с чем-то килограммов. И вот так. Иран это даже не обсуждает. Третье. Нужно прекратить программу у Ирана по поводу ракет дальнего баллистики, всякое такое.
Дальше 300 километров этого быть не должно. Иран это, конечно, тоже даже не рассматривает. Четвертое. Нужно поменять, для того, чтобы были выполнены 1, 2 и 3, нужно поменять у руководства Ирана. Режим должен быть снесен. Естественно, этот сегодняшний Иран это даже обсуждать не будет, даже близко. То есть, из этих 4 пожеланий и требований, кстати, это были пожелания и требования Трампа, вот так на минуточку. Извините, еще одно забыл. Чтобы Иран прекратил это, значит, 4 основные плюс 5, которые объединяют их, снести режим Майато. 4 это было, чтобы Иран прекратил свою поддержку, организацию и подстрекательство вот этих прокси-армий в регионе, которые кошмарят Израиль, которые бомбят Израиль тысячи и десятки тысяч раз в год. То есть хуситы, Хамас, Хезболла, другие там проиранские шииты, которые постоянно воюют с Израилем. Это не просто дразнить или там кошмарить, они действительно воюют. То есть, все эти 4 плюс 1 объединяющие там желания, вернее, это главная цель этой войны, по крайней мере, для Израиля. А на самом деле и для США, потому что если США потеряют Израиль там в регионе, им придется там самим заниматься. А как они сами успешно занимаются, мы сейчас это видим наяву. Не могут собрать... То есть, они оттуда унесли ноги 47 тысяч американских солдат. Вчера тоже 24-часовое перемирие, прекращение огня в Ираке, в Эрбиле там, в Иракском Курдистане, в базе Виктория. Почему? Потому что база Виктория, американцы запросили: прекратите стрелять, мы отсюда уходим. То есть, американцы оттуда тоже уходят. Они уходят везде, и сейчас мы ждем пару кораблей 27-го, через 3 дня, чтобы приехал первый, потом какой-то второй, чтобы было каких-то от 2 до 5 тысяч морпехов. 47 тысяч ушло, из базы Виктория уносим ноги, а какие-то от 2 до 5 тысяч что-то сделают. Что они сделают? Могут захватить остров Харк. Остров Харк является какой-то закупоркой Армузского пролива. Посмотрим на карту, он в другой конец Персидского залива, что Нет, называется. Там нефть, там нефтяная мощность. Да. С этим спора нет. Правда, для того, чтобы его обеспечить, нужно захватить и побережье Ирана глубиной эдак на 20 километров, а там уже не 2, не 5, и даже не 10, не 20 тысячами морпехов ты обойдешься. А главное, что ты хочешь обеспечить Армузский пролив. Если у вас Google карта есть, вы там посмотрите, потом выберите слева рельеф. Не вот так с сателлита, а рельеф выберите. И когда выберете рельеф, вы увидите, какие горы там надвисают. И вот эти горы, которые там надвисают, их тоже нужно захватить. Мало даже линейных 10-20 километров глубины побережья. Захватить горы и стратегические высоты. Откуда они стреляют простой? Даже не баллистика, они ствольной артиллерии стреляют. Попробуй ПРО или ПВО против ствольной артиллерии придумать. И все дела, что называется. А туда тебе и 120 тысяч недостаточно. Для того, чтобы эти иранские горы, там 20-50 километров диаметра, ты смог как-то более-менее контролировать и захватить. Во-первых, вернутся тысячи американских трупов. Не десятки и не сотни. Многие тысячи. Скорее всего, больше 10 тысяч. И тебе нужны там 120-150 тысяч бойцов. А они есть? А ты можешь их там обеспечить, десант, Нормандии, там что-нибудь такое? Вы углубились в то, что мы с вами обсуждали этот момент, военную сторону вопроса. А давайте теперь в политэкономическую. Давайте, это более интересно, согласен. Это более интересно по одной простой причине, что, если трезво посмотреть на все происходящее. Значит, помните, в самом начале, когда ликвидировали аятоллу Хаминеи, причем сегодня уже там новая публикация об этом, в таком, знаете, новеллистическом, беллетристическом, в таком жанре, что, Трамп не сказал ни да, ни нет, но Нетаньяху его убедил, потому что лучший момент, пришла информация, что он в своей резиденции собирает высший командный состав, и туда ударили. И это все так описывает, живописует эта пресса западная. Однако, был же план Хаминеи, чтобы мочить Ближний Восток. Эти страны, которые торгуют нефтью, газом, чтобы эти страны повлияли на Трампа, чтобы уровень ущерба, убытков для нефтедоллара, убытков по объемам нефти от рынков, от цены на нефть явно перекрывали эту, браваду Трампа. Хватило Трампа на 3 недели,
Потому что ровно через 3 недели, вот мы видим вчерашнее движение, они очень специфические. Значит, то Венс, там пишут о переговорах в Исламабаде, то есть вообще в Пакистане. Венс говорит, позвонил Нетаньяху, говорит, я тоже присоединяюсь к этим переговорам. То есть Уитков, Кушнер и Венс. Венс, как человек, который был против вообще этой операции, он является своеобразной такой гарантией. Ну, представьте, целый вице-президент тоже вроде как на переговорах должен принимать участие. И, мол, это будут серьезнее переговоры. Не те, которые были тогда, после которых Иран начали бомбить и уничтожать, а вот сейчас все будет по-честному. Как бы фигура Венса об этом нам говорит. Но это все ровно вместе с перемирием на 5 дней, вместе с тем, что ой, слушайте, да уже никто режим не свергает, мы готовы, говорит с аятоллами, так сказать, нефтью приторговывать. Трамп вчера возьми и выдай, а люди так вот как-то послушали его, журналисты, аналитики, которые описывают ситуацию, глаза на лбу, типа, в смысле? Вы же уничтожали режим. А теперь как бы и режим нормальный. Главное, чтобы нефть качали правильно и рынок насыщали. Снимают санкции. Российская нефть, ладно. С иранской нефти снимают санкции. И как бы дают заработать. И причем Бессент говорит, слушайте, да ладно вам, ребята. Говорит, если бы мы, ну, в общем, не дали бы вливание иранской нефти, Россия бы больше заработала. Вообще цены были по 150. Короче, если так трезво посмотреть, безэмоционально на эти заявления, получается очень простой и банальный вывод. План аятоллы Хаменеи сработал. Трамп обеспокоен не военной составляющей. Даже Нетаньяху не так ему близок и дорог сердцу, как котировки на рынке нефти. И ровно вот это вот все он вчера соорудил в плане несуразных заявлений, которые опровергает Иран. Вы же видели, причем так красиво, по-персидски, на его эмоциональной речи о том, что всех уже победили, у нас был замечательный разговор. Иран только подтвердил, что через посредников что-то получил, но выдвинул свое в ответ. А там конкретно репарации и так далее, то есть там компенсации, уход из Ближнего Востока американских войск. В общем, суть оказалась простой, и Трампу серьезно насолили вот эти перепады цены на нефть, дешевой нефти, которую он обещал американцам прежде всего, ну и вообще в мире. Вот в чем главный фактор и главный посыл вот этих вчерашних несуразных заявлений, так или нет? А если внимательно там слушали, смотрели, там, честно говоря, много чего можно процитировать. Его журналист спрашивает, хорошо, а кто будет контролировать Ормузским проливом? И Трамп говорит, ну я. Потом говорит, ну мы. И журналист его спрашивает, а вы это кто? Ну мы с аятоллой. А он об этом знает, он это как-то согласен. Это оказывается представление Трампа, аятулла – это какой-то титул сродни президента либо короля. Он, наверное, не в курсе, что там аятолл 89, то есть это множественное, не единственное число, что называется. И что в том же самом интервью он говорил, а мы всех убили, и нам сейчас не с кем разговаривать и переговаривать, но мы уже все решили, и они на все согласились. Слушайте, Александр, мне производит впечатление, что с иранской стороны есть всего 2 фигуры, которые удивительным образом не уничтожены пока что. Это министр иностранных дел Аббас Аракчи. Ну, конечно, от него ничего не зависит, кроме того, как озвучивать, скажем так, иранскую позицию, потому что предполагается, что он знает, с кем контактить, хотя их постоянно истребляют. То есть, вопрос такой достаточно любопытный, с кем он вообще-то общается, для того, чтобы освещать и озвучивать иранскую позицию в мире. Кстати, Аббас Аракчи... Его популярность в Соединенных Штатах Америки растет прямо пропорционально снижению популярности Трампа. Потому что он по-английски достаточно внятно выражается, достаточно такие, ну, скажем так, понятные для американского обывателя вещи говорит. И американский обыватель начинает симпатизировать. Это people-метрия такая достаточно интересная. Не режиму аятолл, не Ирану, а конкретно Аббасу Аракчи. Потому что для них Иран – это Аббас Аракчи, что называется. И берут у него охотные интервью, без цензуры, без этих там трюков журналистических перебивать и так далее. То есть интервью совершенно нормально, с ним выходит. Во-вторых, второй человек, который там в этой иранской иерархии, который пока что не уничтожен, это президент Масуд Пезешкиан.
Правда, для нас с вами понятие президента, оно имеет какую-то не просто такую представительную власть, но для нас это верховный главнокомандующий, это глава государства, это представительное лицо, неважно, если в президентской республике это просто синоним короля, что называется. А если это в парламентской республике, как в Болгарии, президент все равно это далеко не последнее лицо, оно имеет определенный вес, потому что как минимум имеет право инициировать референдумы, то есть может расшатать, скажем так, всю политическую конструкцию страны определенными круговыми вопросами, имеет право на обращение к нации, что на самом деле тоже воспринимается всерьез, и имеет право. Он является верховным главнокомандующим. И когда это генерал, в нашем случае в Болгарии он это, военно-воздушный, но все-таки генерал, то тогда это приобретает какой-то там сакральный, что ли, и ресурс доверия. В иранской реалии Масуд Пезешкиан и все предыдущие президенты не обладают и никогда не задумывал, чтобы они имели. Это, скорее всего, какой-то пресс-секретарь по внешнеполитическим вопросам. То есть, это какой-то не то, что дублер министра иностранных дел, типа как пресс-секретарь, который чуть уровнем выше министра иностранных дел, но категорически и решительно не на уровне ни одного из АЭТОЛ. Поэтому эти два кадра – это единственные те, с которыми можно, наверное, разговаривать. Как минимум, потому что они живые, и как оптимум, потому что они, по крайней мере, для этих западных переговорщиков представляют какой-то ориентир. Они, по крайней мере, по этим должностям ориентируются на свой лад. А так разговаривать с кем? Трамп в этом же интервью тоже такие веселые вещи говорил. Говорит, этот Муджтаба Хамини, он, скорее всего, не живой, чем живой. Но даже если живой, я его не признаю. Слушай, тогда ты с кем вообще-то разговоры, переговоры и договоренности собираешься сделать? То есть, он в каком-то таком мутном тупике, что я впервые вижу, чтобы Пит Хексет на него так посмотрел сначала удивленными, потом сострадательными, сожалительными глазами и потом тревожными глазами. С шефом что-то не то. У шефа башка вообще-то уплывает куда-то. Мы во что вляпались с этим шефом, господи. Там не только Хексет, там еще, видите, как... Там еще Миллер есть советник, тот вообще пыхтел, там лысенький такой, он по другую руку от Трампа сидел. Так вообще, а чего так Хексет? Это Хексет вообще предложил бомбить Иран. То есть Трамп ни при чем, он говорит, слушайте, Хексет, вот так-то обсуждали, вот такая идея, представляете? Это ж министр войны, и Хексет сидит и не понимает, как ему реагировать, потому что вроде как да, по идее, он же должен предлагать и цели, и операции, он же министр войны, но так-то вообще абсолютно взбалмошная история. Тем более все цели поражены. Были заявлены 6 тысяч целей, поражены 10 тысяч целей, потом сейчас назначают 15 тысяч целей. Я специально говорю о военной составляющей, хотя я понял, что вы имеете в виду другое, к этому сразу вернемся. То есть суть в том, что либо количество целей было указано неверно, недостаточно, либо даже уничтожение 2 с чем-то раза больше, поражение, по крайней мере, 2 с чем-то раза больше целей не приводит, даже не приближает к каким-то результатам. Все становится хуже. Потому что 87% из бомбежек со стороны Ирана пришлось не на Израиль, а на стран Персидского залива. То есть, в переводе, таким образом уничтожается мировая энергетика, мировой газ. И если вы хотите говорить об экономике, буквально маячит какой-то голод. Потому что вчера, да, именно вчера Трамп, до интервью, конечно, до того, как он предлагал вот это перемирие, он говорил, а если они не примут вот этот мой ультиматум, это он ультиматум, предложение о мире, что называет, то я разбомблю их энергоинфраструктуру. Что Иран сразу ответил, не знаю, как они отвечают, наверное, через Аббаса Аракчи, что тогда мы уничтожим энергоинфраструктуру всех стран Персидского залива. Без энергосистемы эти страны не смогут опреснять воду. То есть, они достаточно быстро должны вернуться к верблюдам. Они достаточно быстро должны вернуться лет на 70, а то и на 100 назад. И пустыня, что называется, свое обратно возьмет. Пустыня на время там им дала поддержать и сделать из пустыни, скажем так, райский уголок. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Кувейт и всякое такое. Пустыня свое заберет. Если они продолжают так вообще-то фигачиться, пустыня свое заберет. И тогда кого они будут держать в ответе за то, что произошло, и как они будут давать свою арабскую нефть без электричества? Кто-то Смотрите, может... а тут вам не кажется, тут просто очень интересно
Значит, сегодня сообщила Wall Street Journal, что Арабские Эмираты и Саудовская Аравия тоже хотят вступать в войну с Ираном. Причем параллельно, там другое издание, тоже западное, по-моему, Нью-Йорк Таймс, в общем, говорят, что нет, наоборот, злы шейхи арабские на Трампа, что он не обеспечил безопасность, что он вообще это все развязал, что это все не заканчивается, и повлиять они не могут. Вроде Катар самолет дарил, вроде там его с верблюдами боевыми встречали, вроде так и шоу-программы. Танец со саблями, помните, на прошлой Помним. каденции? И женщины вот эти там, наложницы шейха, девственницы танцевали перед ним, и он там ходил, весь в золотом, и все классно. А вот такую как бы подлянку подсунул. Я вчера в шуме так немножко анализировал Нетаньяху. Мы видим Нетаньяху как, ну, какого-то там помешанного слегка там на каком-то мессианстве своем, еврейском, политика. Однако в его брифинге несколько дней назад, просто опять надо уметь слушать, наверное, вот такие вещи. Он же четко говорит, смотрите, а давайте сделаем так, чтобы вся нефть и вот эти все ресурсы, ну, что там нам стоит построить какую-то эту ветку там или еще что-то. Короче, через нас шло. Через Израиль. Вот эти все. У нас порт, чего, давайте там расширим, дополним, как бы перебросим. Ормузский пролив. Да ну его нафиг. То есть, фактически, я, конечно, утрирую, он так не говорил, но имеется в виду, что смысл вот в этом он вкладывал. Перенаправить все нефтяные потоки через себя. А тут уже... Простите, пожалуйста, нет места вот этим всем коровкам красным, вот этим всем третьим храмам, вот этим всем машиахам, которые придут, вот этой всей, скажем так, околорелигиозной и религиозной, прямо религиозной истории. Здесь уже совершенно другая история. Включается конкретный механизм, то есть конкретная предметная цель, материальная. И то, как они взяли, в сачок поймали Трампа и Америку с их гуглами, искусственными интеллектами, где вот просто человек там что-то выскажется не так против евреев, там, в Америке, а к нему сразу шерифы приходят, говорят, а чего вы тут? Ну, их пока еще останавливают. Это сколько уже там это происходит? Года 3, наверное, да? 3-4 в Украине вот этот ТЦКшный беспредел, что уже прямо заходят в частную собственность, уже прям вытаскивают тебя чуть ли не с постели и так далее. У них там еще в Америке до этого не дошли, они там видят табличку «частная собственность, дом», ну и поэтому пришли, там окрутнулись, ну и, собственно, ушли. Но аккаунты банят, людей, которые пропускают это в соцсетях, выкидывают с работы, там, сотрудников соцсетей. Илон Маск даже под этим влиянием, ну так описывают, по крайней мере, американцы, тоже сдался. То есть, насколько свободный Макс, хотел сказать, господи, насколько свободный X, про Макс поговорим позже сегодня, насколько там все, в общем-то, без цензуры и все здорово, но даже они в этом как бы участвуют. Получается, что все очень предметно. Вот эти триллионы долларов, вот эти все ванны с деньгами, вот эти все неимоверные небоскребы, вот этот весь лоск, жир Ближнего Востока и Дубая просто Нетаньяху хочет себе. Вот и все. А Трамп как бы не против. Ну, Трамп, конечно, не против, по той простой причине, что он действительно и на семейном, и на концептуальном, и на любом другом уровне глубоко погружен, скажем так, в иудейской тематике, в иудейской проблематике и в иудейских, может быть, наверное, так надо их назвать, великих идей нашего времени, то есть Великий Израиль от Нила до Ефрата. То есть эти две синие полосочки, которые на флаге Израиля, это две реки, которые у них сейчас нет, и которые даже близко к ним не стоят. Это реки Нил и Ефрат. И именно географические карты изображения вот этого великого Израиля от Нила до Ефрата на шевронах израильских солдат, по крайней мере, в этой войне были сфотографированы, уже публикуются в интернете. Кто-то скажет, да слушайте, так это же религиозная такая метафизика, мифология, ну вообще-то давайте о серьезных, о важных вещах. О серьезных и важных вещах. То, что вы сказали, что скорее всего придется всем этим ребятам, пока с Ормузским проливом дела не разберутся,
перенаправить логические пути, это безусловно. Я припоминаю, как отразилась сирийская и иракская война на такие же самые пути. А в Ираке самая богатая нефтью часть – это северная часть Ирака, и тогда одна из причин сирийской войны была в том, что из района Мосула и Эрбила, это северный Ирак, который, кстати, сейчас 14 турецких баз там есть, там Турция подключилась, сейчас она тоже будет подключаться, идут дороги в сторону Средиземного моря, но не просто к Средиземному морю, а к портам, у которых есть нужная на то инфраструктура. Если так посмотреть, удивительно оказывается, что на всей Леванты, Леванты – это пространство от Турции до Египта, это восточное Средиземноморье, там побережье, есть порт Искендерун, который действительно бывшая Александрия полностью к этому готов. И две из этих дорог идут именно туда. А одна из этих дорог идет, скажем так, окаймляющая. Вернее, три дороги идут. Одна окаймляет границу Турции и Сирии с сирийской стороны. Другая идет по южной, скажем так, полосы Турции, и третья идет по северной полосы Сирии. И эти три дороги, как раз туда, 2015 год, Россия стала бомбить эти, скажем так, фуры, грубо говоря, с нефтью. И из-за этого Эрдоган вальнул два самолета Су-25, и потом были... Коротко говоря, вот этот нефтепровод, который автомобильный, он имеет свое стратегическое значение. Но, естественно, когда нефть идет по морям, по танкерам, это одна себестоимость, возить его. Когда он идет ЖД образом, это другая себестоимость. Когда он идет автомобильным образом, это третья себестоимость, естественно, по нарастающей. И любые эти, скажем так, торговые пути, особенно нефтяные торговые пути, они должны идти и стучаться именно к портам, которые к этому приспособлены, то есть у которых есть такая инфраструктура. То есть на этом побережье есть порт Искендерун, категорически турецкий, есть порт Банияс, то бишь Тартус, тогда это был сирийский, сейчас это опять сирийский, можно сказать, в смысле Алджулани это прокси Эрдогана, и дальше идут порты, которые уже под контролем Израиля. То есть в Ливане Бейрут, Бейрут, конечно, тоже следует брать в расчет. Триполи под вопросом, у него нет такой богатой сложной инфраструктуры. То есть эти пути от востока на запад, которые сейчас они должны пользоваться. Если посмотреть на карте, все эти монархии Персидского залива, если они будут гнать свою нефть именно таким образом, если они будут упаковать свой газ именно такими бочками и опять туда направлять, это будет, во-первых, мама не горюй, во-вторых, это проходит через достаточно сложные регионы, где разные племена, курды, исламское государство, Ал-Нусра, другие там активисты и прочее. Коротко говоря, это кошмар кошмарнейший, который скажется на финальную цену погрузки этой нефти уже в этих портах. Не знаю насколько, но это категорически решительно будет, наверное, меньше. Я думаю, что иранцы умеют деньги считать. Вы про экономику вы хотели спросить. И они уже сказали, все, которые, скажем так, дружественные государства проходят спокойно через Ормузский пролив, а все, которые не дружественные, рассматриваете вариант 5 миллионов крипту и всякими другими способами платить, иначе... Триллионов, что ли? Триллионов. Не, 5 миллионов с каждого танкера. 5 миллионов с каждого танкера. Да, с каждого танкера. Нет, я думал, вы имеете в виду, чтобы страны Персидского залива заплатили 5 триллионов Трампу, и тогда войну он продолжит и выиграет. Или 2,5, и тогда он закончит. Я думал, вы по поводу этой информации от оманского журналиста. Не, я имел в виду, сколько Иран просит. И, видите, Иран просит значительно меньше. Потому что прейскурант Трампа, он всегда такой, не знаю, космический. Это цифромания у него. Хорошо, что, наверное, он не знает, что кроме триллионов есть квадриллионы и квинтиллионы. А то и такое запросил бы. Что такое? Если там долг США растет, дайте, пожалуйста, 5 триллионов, чтобы из 39 стало хотя бы 34. Что ж Европа не помогает Трампу? А зачем? Трамп, во-первых, Европа, нет такого дела, нет такой вещи, нет такого субъекта. Есть же НАТО, или НАТО тоже уже нет? Есть коалиция желающих, решительных, но не можущих. Подождите, это же для Украины. А нет. Для Трампа там? Для Трампа собрать коалицию решительных? Не. Неужели к Литве никто не присоединится? И к 300
300 спартанцев отправил Зеленский сбивать ПВО. Правда, обстрелы, и сейчас там идут дроновые атаки, мы в прямом эфире по Украине, летят дроны, причем там с севера залетают, всю ночь прошлую гремели ракеты, баллистику не сбили ни одну, дрон угодил в Днепре в жилой дом, это вот сейчас, во время вот этой атаки, которая сейчас происходит в момент нашего разговора. До этого в Полтаву прилет был, 2 человека погибли. То есть, ну, вообще ПВО шоколадное, если так посмотреть. Уровень какой? Уровень показываем, что можем опытом делиться. Неужели эти 300 человек как бы не спасли бы дом в Днепре от этого дрона, а они спасают, видите как, ну, там, страны Персидского залива и шейхов? Я думаю, что Зеленский пытается их продать. Вернее, не пытается, я думаю, что он их продает. То есть, эти специфические военные услуги и квалификации он продает, потому что сейчас к апрелю ему срочно нужны не просто миллионы, не просто миллиарды, а десятки миллиардов. И если Европейский Союз, вернее, Словакия и Венгрия, пока что официально Венгрия, но действительно и Словакия встанет рядом однозначно, встают на пути получения 90 миллиардного кредита, то он срочно пытается этим... Вы говорите 300 дроноводов, по-моему, я читал 228, но вполне вероятно прибыло еще, так что вполне вероятно ваша цифра более правильная, 280 там, ну давайте так, 300. Да, так, да, округлим на 300, то я думаю, что он продает эти специфические военно-консультационные услуги и за десятки миллиардов. Потому что эти монархии сейчас, во-первых, в затруднительном положении, во-вторых, у них с деньгами на уровне там несколько десятков миллиардов все еще более-менее ничего. А это самое время ему срубить и заткнуть вот эти дырки в украинском бюджете, потому что Европейский Союз 90 миллиардов – это кредит. Кредита нужно обеспечить. Кроме того, кредиты нужно возвращать, и нужно возвращать с процентами. А если эти 300 дроноводов, ну не 300 спартанцев, ты их продашь за десятки миллиардов, тебе ничего потом не надо возвращать, ну кроме того, тех из них, которые, скажем так, ну, живые и здоровые. Больше тебе ничего не надо возвращать. Так что я подозреваю, что он подключился туда именно из-за самых что ни на есть меркантильных коммерческих соображений. Ему идеология или там что-нибудь другое, честно говоря, ни к чему. Да, друзья, значит, у нас как бы свежая новость по Ближнему Востоку. Иранские государственные СМИ обвинили США в том, что они уже нарушили объявленное вчера Трампом энергоперемирие. Агентство Фарс, управляемое КСИР, заявляет, что вчера, после заявлений Трампа, в Исфахане были поражены здания администрации по управлению природным газом и станция понижения давления газа. А в Харашмахре ракета упала рядом с газопроводом, который принадлежит электростанции. Поэтому Трамп объявил так, держи слово. Вообще Трамп, конечно, хочешь... дал слово, хочешь забрал слово, хочешь поерзал, покрутил, помял, назад бросил. Ох, этот Трамп, слушайте. Как вы думаете, 5 дней, ну вот сейчас можно сказать, что это провокация, можно сказать, что это там как бы Израиль, это не США, это Израиль, но шишки-то летят в Трампа. 5 дней не бомбить энергетику – это серьезное обязательство. А может ли Трамп обеспечить, чтобы действительно 5 дней не бомбили? Я думаю, что эти 5 дней больше ему нужны, чем иранцам. Да, иранцы, конечно, за эти 5 дней могут там зализывать раны и всякое такое. Можно от них ожидаться восстановления некоторых диалогических, то бишь переговорных, скажем так, функций, хотя вряд ли. Ему эти 5 дней нужны для того, чтобы эти 2 корабля прибыли. Потому что пока их нет, иранцы, естественно, берут вверх, потому что Трамп, очевидно, не может защитить монархию Персидского залива. Напоминаю историю, невероятно важную, которая предопределила не просто образ региона, но и всего мира, ровно 50, сколько получается, 73-й год, это 53 года назад. Это была война суднего дня. Она была с 7 по 22 октября 1973 года, но до этой войны в американском истеблишменте были несколько, скажем так, особенностей, которые предопределили всю эту заварушку. Потому что эта заварушка была не спонтанно возникшей между Египтом, Израилем и Сирией, а это было внешне управляемо. А кто там внешне управлял-то? Тогда шефом Госдепа США был
персонаж, уже, скажем так, всем хорошо известный под названием Генри Киссинджер. И в эти времена, в отличие от наших нынешних времена, под руководством Госдепа находилась и ЦРУ. А ЦРУ тогда, как и сейчас, занимаются, скажем так, добычей разведывательно полезной информации и занимаются производством разведывательно полезной дезинформации, то есть интрижками для того, чтобы кто-то на кого-то напал. Тогда американцы накачали нужными военными, разведывательными и другими стероидами Израиль и, грубо говоря, натаскали Сирию и ЦРУ, не американцы, опять же, американцы и Египет против Израиля. Крупнейшие, самые сильные, самые модерные тогда арабские государства мира против Израиля. Сразу после того, как Соединенные Штаты Америки обеспечили победу Израиля, обеспечили круглосуточный военно-воздушный мост, особенности войны сейчас рассказывать не буду, это шикарно, вернее, очень познавательно, очень интересно, но не сейчас. Генри Киссинджер, который тогда работал не просто на группу Рокфеллеров, а который работал персонально на Нельсона Рокфеллера. А Нельсон Рокфеллер к этому моменту был вице-президентом США, то есть это один из двух редких случаев, когда представители этих громких фамилий вообще занимали какие-то общественные, публичные такие должности. Это был Нельсон Рокфеллер, который был вице-президентом США, у президента Джералда Форда, кстати. И это был Лоуренс Рокфеллер, его брат, который был губернатором какого-то штата, это я уже забыл, не суть. Суть в том, что Генри Киссинджер всей своей карьерой до конца своей вековой жизни подчинял ее именно на работе этим Рокфеллерам. Но о чем речь идет? Речь идет о том, что сразу после этой войнушки, когда могущество Израиля, которое тогда, грубо говоря, было с поддержкой США, было продемонстрировано абсолютно всему Ближнему Востоку, как Израиль в одиночке победил самые большие, самые сильные, самые вооруженные, страшные арабские страны тогда мира, Генри Киссинджер взялся и поехал на Ближнем Востоке. Сделал он большой тур, посетил абсолютно всех монархов, которые тогда были племена со знаменами, утренний туалет, у которых было там верблюжьей мочой, что называется, в буквальном смысле этого слова, не фигуративно, и предложил всем 4 условия, которые предопределили наш мир, который сейчас у нас на глазах рушится, но мы все еще привыкли в этом мире жить. А именно, первое, вы, арабы, уже будете продавать вашу арабскую нефть исключительно только за американские доллары, вернее, за федеральные резервные доллары. Вы будете осуществлять абсолютно все транзакции только через нашу монетарную систему, наших счетов, и все излишки, которые у вас накопятся, у вас быстро накопятся очень многие излишки, потому что мы позаботимся о том, чтобы эта цена нефти 100 лет была примерно ровная плату, а тогда она взрывалась 4 с чем-то раз после этого эпизода, то есть это был управляемый процесс. Так вот, ваши излишки вы будете покупать американские трежерис. Вы монархи здесь Персидского залива и вообще-то всего региона, которые соглашаетесь на эти условия, вы должны согласиться и на то, что 25 лет вашими свободными деньгами вы не будете покупать компании, технологии, недвижимость в районе Западной Европы и Америки. 73 плюс 25 – это 98 год. Это как раз аккурат смерти леди Даяны. И как раз после этого стала меняться демография не только доброй старой Англии, но и всего региона после 98 года. До этого европейцы были более-менее европеидными. И там и идет 4-е условие. Если вы, арабы, на все это согласны, мы, американцы, вам гарантируем, военно гарантируем, что у вас не будут военные проблемы с государством Израиль, либо с вашими естественными военными противниками региона. В скобках читать Иран. Иран не был естественным военным противником в этом регионе. Он не был 73-й год, потому что тогда это был шахский Иран, но персы с саудитами всегда ненавидели друг друга. Подождите, что... даже после революции исламской в Иране, никто на саудитов, никто на арабов туда роток не раздевал. И, в принципе, все всегда вы было. ошибаетесь. И в Саудовской Аравии рубят головы людям, которые там поймали, что они занимаются шизмом. То есть там
ненависть, сами понимаете, у одних из них реликвии пророка Мухаммеда, соответственно, самый большой туризм в мире, около этой там черного камня, Мекка, Кааба и всякое такое и прочее. У других тоже свои, понимаете, или большие святыни, тоже свои претензии. Вы почему думаете, что вот часть из этих аятол имеют черные тюрбаны на головах? Черные тюрбаны у них, потому что это те, у которых доказано и засвидетельствовано, что они являются прямыми наследниками пророка Мухаммеда по кровной мужской линии. То есть у них они претендуют на то, что они самое, что они есть, что называется. А у саудовцев такого нет, потому что они немножко такое беглое, кочевническое, непонятно какое-то племя, которое просто сейчас разжирело на деньгах и обладают определенными ресурсами, и на их территории находятся вот эти святыни. То есть там конфликт был всегда, неважно, во время шаха, до шаха или после шаха. Конфликт был всегда. Главное, что то, что тогда им прогарантировал Генри Киссинджер, что мы, американцы, вам военным образом обеспечиваем вашу безопасность, и вы можете строить ваш мир, ну, сообща с нами, естественно, и под нашим контролем, и будете давать 9/10 из вашей нефти нам, потому что 1/10 вам более чем достаточно, что на самом деле так оно и есть. На 10-ю часть этой нефти мы видим, что они построили там, то сейчас, оказывается, Америка не в состоянии обеспечить им физическую военную безопасность. Хотя Америка играла сейчас белыми фигурами в этом шахмате. Америка нанесла 15 тысяч там, вместе с Израилем пораженных там целей. Америка, ну, грубо говоря, свои военные задачи и планы они выполнили, перевыполнили и третий раз выполнили. А все равно ничего не решается, все равно безопасности нет. Мало того, что бизнес разрушен, мало того, что добыча разрушена, 17% Катара, 2 из 14 газовых там, заводов там разрушены, уничтожены, но бьет по энергетику, бьет по опреснительную. Возврат к верблюдам, возврат к отсутствию воды. Откуда воды? Воду взять. Смотрите, о том, как отползать из Ирана, похоже, Трамп начинает догадываться. Но и вроде там и переговоры, и предложения, и вот посмотрим, куда вот эта вся история пойдет. Единственное, что сейчас нельзя... Ну, Трампа просто ловят на вот этой черте характера, допустим, да. Вот если будет сценарий, что... я не отбрасываю этот сценарий, что во время этого 5-дневного перемирия Трамп как ударит по Ирану, ну, по чем-нибудь, там, эдакой какой-то самый мощный будет удар, хотя таких самых мощных было уже несколько по Ирану, но тем не менее. Но в этот период пятидневки, если он это использует как военную хитрость, ну, вот, в общем... как бы все, можно ставить крест на Ближнем Востоке, но это является и целью в том числе обезжиривания этих шейхов, да, и перераспределения вот этих ресурсов. Интересен другой момент и другой аспект. Так а что у Трампа по Украине? На переговоры слетали. Небензя вдруг выходит, говорит, новые условия скоро поступят для Украины. На старых они не хотят ничего принимать и договариваться. Значит, будут новые. Какие новые, на ваш взгляд? И опять-таки сегодня там очередной был экспресс-комментарий от Пескова. Во время нашего эфира уже ему там, как обычно, звонят, и он комментирует. Вот. Я понял, долго думал, у кого Зеленский научился? У Пескова научился, когда вот берет там и надиктовывает, да? Типа аудиокомментарий. И он во время этого аудиокомментария сказал, что, ну, короче, отводит он глаза от России, типа Россия не в курсе, Россия наоборот, что все страны Ближнего Востока объединились, был мир, дружба, жвачка. На самом деле и в курсе, и востоковеды там есть, и работает Россия в том направлении, но Песков говорит так для того, чтобы, ну, как бы лицо держать, что, типа, мы не знаем, там много разной информации идет. Он же пресс-секретарь, информацию анализирует. Но сегодня он намекает, что вопрос легитимности Зеленского все-таки стоит. Представляете? Стоит для Москвы. Потому что, ну, простите, надо же с кем-то подписывать. Так а что подписывать? И что за новые условия? Я думаю, что скоро никаких новых условий не будет. Будет, естественно, переговорный процесс, но это уже будет заточено не на достижение конкретного результата, а, грубо говоря, игра во имя игры, а не во имя победы, во имя результата. Потому что сейчас, если действительно Зеленский успешно продал вот эти 300 дроноводов,
и получил несколько десятков миллиардов. Урсула ему, вернее не ему, а всем публично сказала, что несмотря на то, что Венгрия упирается, мы найдем другой способ. То ли будут менять правила Европейского Союза, то ли найдут другие там источники вот этого финансирования. Есть как минимум один норвежский фонд национального благосостояния, где, не помню, но 1,3 триллиона, что ли, были там уже свободные живые деньги, из которых они говорили, что если что-то не получится, несколько десятков миллиардов мы всегда можем дать. Ну, правда, надо, конечно, сесть и обсудить условия. Наверное, это не Европейский Союз, а норвежский вот этот фонд будет это кредитовать. То есть деньги де-факто вроде бы и нет, а на самом деле есть. И если будет на то не то воля Божья, а воля политическая достаточная, и правильно расположенные карты на Даунинг-стрит, и на левый берег, и на правый берег Темзы, то деньги дадут. Дадут примерно под тем же самым условиям, как и 90-миллиардный кредит, пока удастся этот 90-миллиардный кредит протащить на случай, если удастся. И Зеленский в это время, как я сказал, продает вот эти услуги, я уверен, недешево, там люди не бедные. И таким образом у Украины, во-первых, получается достаточно немалое количество денег для того, чтобы, по крайней мере, воевать. Да, всегда хочется больше, и даже, реально говоря, нужны больше. Но острый вопрос с апреля 2026 года уже намечается какое-то решение. И благодаря вот этим сверхнасыщением сотнями тысячами дешевыми, но убийственно-смертоносными FPV-шками, они решают вопрос с весенним наступлением и с изменением плотности и расширения килл-зоны для всех на этой линии соприкосновения. То есть уже количественное преимущество Российской Федерации сильно не сказывает. То есть, грубо говоря, Украине, не Украине, грубо говоря, Киеву, вернее, Зеленскому банковый, потому что Киев тоже здесь ни при чем, просто география такая случилась несчастная, банковый и команде Зеленскому не за что уже напрягаться, торопиться к этим переговорам и подписывать что-то. Прямое доказательство вот этому моему подозрению является тот факт, что в четверг прошлой недели он вышел и сказал, а уже не будут никакие выборы 2026 года. Помните, раньше, буквально пару-тройку недель назад, Трамп ему ставил, вернее, до того, как было, до 28 февраля, Трамп ему ставил условия, Зеленский на это соглашался и говорил, ну вот вы это самое, немножко это самое сделаете, и я готов запустить процедуру по подготовке к выборам. А сейчас он уже прямо говорит, не будут никакие выборы, и все продолжается как есть. Почему? Потому что у него хорошие, неплохие перспективы. У него лично... Какие? Ну, вот какие? Смотрите, сейчас вот... Дронов есть, денег есть. А что еще надо? Сегодня 24 число, а 22 числа BBC брали интервью у Зеленского, и вот они выставили такой как бы кусочек, да, где он отвечает на вопрос. Все же интервью, как бы смотреть это... Тем более их было такое количество безобразное, очень много, правда. То есть он всем, и каким-то блогерам захудалым давал, и в Англии давал, и в Украину к нему там очередь выстроилась. То какой-то, простите, голубоватый, то какой-то там еще какой-то другой, то крашеный какой-то, то и немец, то еще кто-то, то голландец. Короче, BBC, значит... выходит, и вот 2 дня назад Зеленский говорит прямую речь, да, цитирую, «Этот выбор есть у каждого украинца. Это выбор, кем ты хочешь быть. У моих патриотичных детей тоже будет их выбор, пойти или нет в ВСУ», ответил Зеленский на вопрос, хочет ли его сын, когда вырастет, стать солдатом. Слушайте, у нас есть такие слова в болгарском языке, часть из них болгарский, часть из них турцизмы, которые в переводе, наверное, лицо дубовой кожи. Ну, когда ты настолько вообще-то... Наверное, слово «хуцпа» здесь подходит, я не знаю. Если он уже запрягнул своих сыновей, потому что это, понимаете ли, личный выбор. Эти ТЦКшники – это детекторы личного выбора. Как они находят людей, которые вышли на прогулку, но внезапно у них формировался личное решение, личный выбор, внезапно только, прямо сейчас стать добровольцем,
путем поломанных рук, ног, избиенным, скажем так, на все 100, бросить ребенка в детской коляске, что называется, или собачку, или там на рабочем месте входят в магазин, и человека уволакивают похищение прямо как дикие 90-е, а сейчас еще более дикие, что называется. И это называется вершина демократии, которая по сравнению с этим кремлевским мордором, это мы светоч, понимаете, или мы яркая звезда такая путеводная. Слушайте, обсуждать вот эти слова Зеленского серьезно, несерьезно? Не знаю, у меня приличных слов не хватает, а у вас приличная студия. Нет. Давайте какой-то более-менее приличный. Понимаете, вопрос. Тут просто какая история. Гребут же сейчас всех подряд. Более того, Федорову сказали, давай сделай так, чтобы было цивилизованно. И вот депутаты рассказывают, что Федоров готовит какие-то ограничительные меры против, я так понимаю, людей, которые или нарушили мобилизационное законодательство, или уклоняются от него. Ну, как бы вот так их загнать фактически вот, ну, в эту армию, чтобы они, ну, выхода не было. У них, ну, фактически под санкции человека ввести, если ты не имеешь желания или там как-то пытаешься бежать или петлять от ВСУ. А у детей Зеленского выбор, видите, будет. А у этих людей, получается, нет. Куда столько народу Зеленскому? На кой? Слушайте, у Зеленского детки, на самом деле, да, относительно пока что далеко по возрасту. Нет, но я припоминаю... Там дочь и сын. Дочь там 20 с чем-то, или 23, по-моему, или 22. Ну, сыну ли там 12 лет, что ли, там Александру, или как? Да, то есть, сыну подросток он, да. Да, подросток. Но я припоминаю другого такого украинского супер-пупер активиста, у которого достаточно много детей. Дмитрий Ильич Гордон его зовут. О, да. Я не знаю, его сыновья там, потому что у него не одни девочки там нарожались, как у меня, а у него там и сыновья, причем... Что поделать? Ну, Пламен, ну, болеют. А некоторые, кто не болеет, они граждане другой страны, граждане США. Ну, предусмотрительно, что называется. Вот, с этим нельзя спорить. Я так понимаю, у большинства вот этого там пула Радой и банковые особенно, это люди, скажем так, с целым букетом веером других паспортов, а их детки, это, наверное, даже в другой юрисдикции находятся. Они люди такие вообще. Слушайте, Александр, я понимаю, что для вас и вашего поколения, наверное, это звучит каким-то анахронизмом, какой-то дикостью, но по сути это опять же классовая теория Маркса. Это война, куда загоняют бедных, и куда богатые либо люди власти никогда ни за что на пушечный выстрел даже не приблизятся, разве что только нафоткаться, причем в максимально безопасных условиях, в пиар-компаниях. Ну, Зеленский, нельзя ему отрицать, что в отличие от Путина, он там на линии приближенной к линию огня был, фоткался в форме, это да. Хорошо, Пламен, давайте все-таки резюмируем, а то мы отвлеклись. Так а что за новые условия у Кремля, о которых говорит Небензя? Что это может быть? У Кремля. Я припоминаю, сегодня я на эту тему утром чесал репу, потому что в парке, когда гулял и делал передачу, именно над этим я думал, и попал случайно на то, что за стамбульские переговоры. На этих стамбульских переговорах российская сторона была готова обсуждать даже статус Крыма, который уже был закреплен Конституцией Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации. И там типа на 15 лет после этого опять референдум и всякое такое и другое подобное. Я думаю, что Российская Федерация готова на многое неприличное для того, чтобы как-то соскочить, потому что им тоже хочется прекратить вот это. Главное для Кремля заполучить вот эту верхнюю, северную часть верхушечки Донбасса. Отдайте Донбасс, и мы на страшно многое готовы. На что они готовы, я не знаю. На что они дополнительно могут быть готовы, я тоже не знаю. Ну, погодите, а как же, простите, Херсон, Запорожье, тоже вроде как в Конституцию вносили, не просто так ведь? Как раз именно, да. Потому что без Херсона и без Запорожья обеспечить логистическую, военную и любую другую там безопасность или вообще-то интеграцию Крыма вообще невозможно, органически невозможно, географически невозможно. Поэтому на что они готовы?
на что-то гадное и мерзительное. Это очень трудно предположить, на что они готовы. Я знаю, на что они были готовы сделать уступки на Анкоридже. Это уже стало очевидным. На Анкоридже Россия обещала, если Дональд Фредерич Трамп захочет захватить Венесуэлу и Кубу, не рыпаться, не вмешиваться и ограничиваться, скажем так, как это самое, глубокой озабоченностью. Вот глубокую озабоченность выстрелили и больше ничего не сделали, ничегошеньки. Хотя там прямые, что называется, самое что ни на есть, стратегические интересы и России. И, наверное, в этом списке включена и Никарагуа, которая сейчас тоже будет в списке американских, скажем так, притязаний. Потому что, во-первых, чисто идеологически это 3 социалистические страны. Но если убрать в сторону идеологию, это мы можем ее убирать. Для Трампа это важно, потому что он постоянно это повторяет, что с ними надо разобраться, потому что они именно коммунистические. Он даже так это называет. Но в Никарагуа китайцы стали рыть новый канал. А если будет новый канал, то Панамскому каналу, который Трамп захватил, ну, это уже сами понимаете. Мало того, в Никарагуа параллельно с этим каналом сейчас строят или уже практически построили очень мощную с высокой пропускной способностью ЖД. То есть все эти грузы, которые приходят со стороны мексиканского, который уже американский залив, и нужно попасть в сторону Тихого океана, можно смело вот этими мощными инфраструктурами с обеих сторон вот этой Мезоамерики, то есть Никарагуа, перегрузить из танкеров и всего остального на железсоставы. Железсостав отправляется в другой край, где их ждет другой же, такой же, то ли танкер, то ли неважно что, и продолжают свой путь куда надо, как надо, и издержки сокращаются, естественно, много-много-многократно при обеспечении безопасности, чем чесать внизу через Магеллановый проток. Так что прямой конкурент Панамского канала на уровне сухопутной ЖД плюс на уровне подготовку и инженерная стройка прорывают сейчас канал китайцы на уровне Никарагуа. Есть а кто поддерживал Никарагуа, Кубу и Венесуэлу? Советский Союз. Соответственно, кто сейчас нужен для того, чтобы Трампу не было оказано серьезное военное либо любое другое сопротивление? Согласие Москвы. Не будем говорить Советского Союза, потому что его нет. Согласие Москвы. Так что я думаю, что Путин там это сдал. А что можно изменить сейчас, то, что вы говорите, не Бензе? Я боюсь, что предстоит посмотреть в ближайшие пару-тройку недель, потому что если Трамп сейчас сказал это в тот же самый день, ну, я имею в виду 5-дневное перемирие, давайте уже договариваться, и это произошло одновременно по времени, простите за тавтологию, с этим заявлением Небензи, я думаю, что между этими двумя информационными направлениями есть какая-то связь, которую пока что детализовать не могу, но я вижу, что эта связь не случайная. Скоро мы ее увидим. Прямого ответа от меня не надо. Да, у меня с Вангой были только географические общие отношения. Ну, там, мы не знаем, если поскоблить. Посмотрим, да. Если поскоблить, почему нет? Значит, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Перейдем к вашим вопросам. Пишите их, пожалуйста, в чате трансляции. Значит, что интересно, да? Итоги. Кто больше хочет закончить войну? Украина и Иран по 8%, 30% Россия и 54% США. То есть больше половины нашей проголосовавшей аудитории в чате трансляции считают, что США сейчас хотят закончить войну. Именно США. Потому что под монастырь подвел Биби Донни, а Донни купился, и вот сейчас надо расхлебывать. Согласны? Слушайте, вполне вероятно, это достаточно трезвая и верная оценка. Почему? Потому что, да, Украина, скорее всего, вернее, не Украина, ну, там Зеленский, естественно, хочет, чтобы закончилось это в Иране для того, чтобы внимание к нему и к проблемам Украины вернулось. Потому что сейчас там нехватка внимания чисто органического уже, наверное, физическую боль он чувствует от этого. Но, с другой стороны, если он качественно продал этих 300 дроноводов, то тогда, скорее всего, вот эта математика, которую только что вы зачитали, она имеет достаточно такое приближенное к правде отношение, потому что пока война идет, вот эти дроноводы будут зарабатывать вот эти, не знаю какую сумму, но подозреваю, что речь идет о десятках миллиардов. Зачем ему сейчас скидки делать? Сейчас самое время. Так что пользуйся, что называется. Поэтому, да, я соглашусь. Голос народа, голос Бога. Vox populi, vox Dei по латыни.
Мгм. Поехали к вашим вопросам, друзья. Начнем с клуба зрителей Шелеста. Спасибо, что подписываетесь. Подписывайтесь, продлевайте подписку, вопросы задаете. Значит, вот такие вопросы для вас оттуда. От Аллы. Здравствуйте, Пламен. Очень люблю Болгарию, отдыхаю там каждый год с 2010 года, 2010. Скажите, пожалуйста, как так народ за Россию, а политики против? И это уже, кстати, много лет, задолго до войны. А еще точнее, это примерно с 80-х годов 19 века. Просто потому, что верхушку Болгарии тогда, после русско-турецкой войны, предложение было царя-императора Александра II назначить нам в качестве князя Александра Баттенберга. Он был его племянником. Он свой племянник предложил. Болгарский народ, естественно, проголосовал. Никто с этим не спорил. Там ради красного словца было еще пару-тройку других там псевдокандидатов. Один из них лихтенштейнский какой-то, другой из них грузинский князь там какой-то. Ну, коротко говоря, без никакой конкуренции Александр Баттенберг там стал. После того, как, опять же, по настаиванию, опять же, русского престола, только уже не Александра II, а Александра III, у него политика и отношение, мнение по поводу Болгарии было диаметрально противоположное его отцу, который освободил Болгарию от турок. Там были достаточно сложные... Ну, суть в том, что он заставил своего родственника Александра Баттенберга отречься от престола, и престол поразнился. И, соответственно, поскольку с русской стороны не поступило никакое предложение, кто и как будет, вот болгарские общественники пошли и стали искать кандидата на болгарский престол, нашли в кабаках Австрии Фердинанда Саксен-Кобургота, потому что он был в очень близком родстве с британской, и не только с британской королевской фамилией. Нынешние Виндзоры никакие не Виндзоры, это чистые Саксен-Кобургота, которые сами переименовали себя на Виндзоры. Никакого Виндзора у них не было. Это был, естественно, австрияк-немец. Его сын Борис III был австрияк-немец. И тогда вся политика Болгарии была немножко действительно как вот эта птица с двумя головами. Народ... Кстати, Борис III прямо так и говорил. Мой народ русофильский. Мой генеральный штаб про-немецкий. Моя аристократия про-английская, и я единственный про-болгарский. Это Борис III, который сын. Мама у него, ну, он тоже немец, по сути, что называется. То есть он говорит, я единственный за болгар. А по сути так оно и было. Ирония судьбы. Так вот. Что на сегодняшний день, к сожалению, особенно после 1989 года, когда, грубо говоря, Горбачев решил угостить своих новых американских друзей конвертиком с этикеткой «Болгарский суверенитет» достал из какого-то ящика Кремля и сказал, вот угощайтесь, ребята, это вы уже за ними в ответе, то дальше здесь стали править именно эти англосаксы, а когда Дональд Джей Трамп пришел к власти, у нас в Болгарии продолжили править демократическая партия США и британцы, которые держат сейчас всю повестку в Европе, в Европейском Союзе. Да, так что, значит, вот Анна задает следующий вопрос уважаемому Пламену Паскову. Вам не кажется, что стратегия Израиля в долгую совсем провальная? Это государство в регионе существует только благодаря безусловной поддержке США. Нынешняя администрация, по моему мнению, последняя произраильская администрация в США. Не получится ли так, что после ухода Трампа государство Израиль может вообще перестать существовать? Я припоминаю интервью, которое, по-моему, это было Washington Post, хотя издание, конечно, могу сейчас перепутать, Синди Адамс давал 2012 год Генри Киссинджер, где прямым текстом он указывал на то, что в ближайшие 10 лет государство Израиль перестанет существовать. Это прямая цитата. Могу вам скриншотик, фотокопии вот этой газеты, потому что тогда были бумажные копии, вам предоставить. Он, конечно, промахнулся, потому что 2022 год государство Израиль как существует, 2026 год все еще существует. Но то, что задает вопрос Анна, она права, потому что без этой внешней помощи и поддержки США Израиль не может быть самодостаточным государством. У Израиля не хватает на то недостаточно территории, недостаточно населения, недостаточно природных ресурсов. То есть без этой внешней подпитки Израиль действительно обречен, потому что везде он окружен десятикратным большим, скажем так,
противником, который желает единственной только смерти, максимально мучительной его и всему ему населению. Поэтому пока что израильтяне являются спартанцами Ближнего Востока. С 1948 года они продолжали воевать, и для меня они являются не государством, а постоянным военным лагерем, который люди путают иногда то ли с туристической дестинацией, то ли с государством. Нет, это не постоянный военный лагерь. Я не припоминаю ни одного года, с 1948 года, чтобы они, не воевали, на них не нападали, их не бомбили, и они не защищались или зачищали территории, откуда к ним прилетает. Так. Поэтому, да, согласен, что без поддержки сейчас уровень это не антисемитизм, это, наверное, антисионизм, который нарастает в США. Ну, и антисемитизм, конечно, тоже наблюдается, но он сейчас возрастает, причем даже на институциональном, на медийном уровне, что вполне вероятно скажется достаточно неблагоприятно для Израиля. Израиль самодостаточным быть не может в силу только что озвученных обстоятельств. Поэтому, наверное, с некоторым опозданием, но слова Генри Киссинджера, он тоже, кстати, еврей, вряд ли можно заподозрить его в каком-то плохом отношении в сторону Израиля, он, скорее всего, окажется правым. Да, по времени не угадал, но то, что примерно там по срокам вписался, то да. Сообщество YouTube, давайте сюда перенесемся. Здесь вот такие вопросы для вас. Петр Пламен, украинские блогеры, вещающие на русском, прямо истерят по поводу предполагаемого закрытия в России телеги. Этим самым они невольно подтверждают мнение о том, что львиная доля их аудитории из России, знак вопроса. Знаете, вполне вероятно, да. Потому что Telegram оказался, скажем так, по крайней мере, с точки зрения заработка, лучший, не ровный, а лучшей альтернативой, чем YouTube, потому что все ютубные, скажем так, владельцы каналов заметили, что где-то с июня прошлого года по февраль, можно сказать, даже и март этого года, YouTube обрушил монетизацию, причем сплошняком всем, не только в России, не только в Украине, не только русскоязычным, всем кратно, много-много раз. И никакие на то объяснения, логики нет. А те, которые умудрились создать себе Telegram частные приватные каналы с платными подписчиками, достаточно быстро и легко, особенно популярные ребята, которые действительно занимаются этим ресурсом так, как они уже умело занимались своими ютубными ресурсами, стали зарабатывать в Телеграме кратно больше, чем в лучшие даже ютубные времена, когда YouTube был, назовем это, более честным. И сейчас, когда отрубаются сегмент 150 миллионов, скажем так, пользователей, естественно, это в сумме, потому что там и детки, и многие там, которые не пользуются, не суть, общее количество населения берем, то вот эти их заработки из России, они скажутся процента на 50 как минимум. Естественно, их можно понять, почему им не хочется, чтобы неприятная история с Ютубом повторилась и по поводу Телеграма, правда, по другим причинам. Но все равно эти политические решения, они обрушиваются для всех. Так что, ребята, живем в таком мире, что будьте благодарны, что вы не на передовой фронт, а не то, что зарабатываете меньше денег. Если на еду, на кровь и на одежду хватает, молчите и не возникайте. Вам не кажется, пишет пользователь, что сейчас никто не в состоянии закончить начатое, ни США, ни Россия, ни Европа с Лондоном? Означает ли это, что дальше будет только жестче, или же есть шанс на разумное решение? Разумное решение – это лирика. Единственное, что возможно, это победа какой-то из сторон. И победа будет в второй половине 30-х годов 20 века, потому что невозможно локальная победа на украинском, на иранском, либо на какой-то другой из фронтов. Там 37 больших, под 80 с чем-то средних и малых конфликтов до 10 тысяч жертв в рамках года, пока не закончится мировая война. А мы живем сейчас в мировой войне, которая началась в 2011 год, если кто-то не понимает. А началась она потому, что 2008 год, когда вот эта система, нынешняя денежная система пришла к своему тупику, и это сейчас мы в режиме близ, поэтому я не буду сейчас это рассказывать подробно. И 2011 год, относительно единая до этого наднациональная политически финансовая верхушка, раскололась на две части под названием изоляционисты и глобалисты. Сейчас сражаются изоляционисты и глобалисты
без этикетки, и у них разные образы будущего. Пока какая-то сторона не победит, а вполне вероятно до конца этой 4-й мировой войны появится и 3-я, и 4-я сила и игрок. И не факт, что первые 2 силы, одна из них выиграет, может и 3-я, и 4-я сила, но это произойдет в второй половине 30-х годов 20 века. Почему? Потому что военные бюджеты на одной только поддержке, военной поддержке Украины пока что проголосованы и выделены 34-й, 35-й, 36-й год у многих стран, в том числе у многих больших финансовых организаций. То есть это нарушено не будет. Соответственно, ожидать какое-то прекращение огня может быть, но прекращение войны невозможно. Даже какое-то серьезное перемирие невозможно. Да, значит, всем хочется, но ничего подобного не будет. Продолжаем. Вот такой вопрос от Оксаны. Зеленский мечтал обменять свою помощь на не самые дорогие и современные истребители, но страны Персидского залива отказались от этого развода. Вы всерьез полагаете, что за 300 человек он получит несколько миллиардов? Я всерьез полагаю, что за 300 человек он может получить несколько десятков миллиардов, если правильно их продать, потому что другой, кто может им сейчас действительно отдельно помочь против этого огромного количества иранских шахедов, нет. Другие средства ПВО и ПРО, особенно высокоточные, уже исчерпаны. Новое производство невозможно, не догоняет на восполнение этих запасов. Поэтому у этих стран Персидского залива попросту нет других альтернатив, даже если они хотели бы искряжничать. Так что я думаю, на месте Зеленского, неважно я как к нему отношусь, либо как отношусь вообще и политически, и прочее, он попал в правильное место и будет дурак, если это не продастся на миллиардов на 50 плюс. Вот так. Так, значит, поехали дальше. Еще один такой вопрос от Павла. Привет, Пламен, Саша. Живу в Израиле. Заметил, что сторонников войны сокращается пропорционально прилетам. Может, Европе необходима прививка от войны? Пара-тройка бабахов из личного опыта. Отрезвляет. Я понимаю, что это немножко так, скажем так, форма юмора горькая, естественно, потому что им там не до смеха. Хотя евреи, ребята достаточно такие юморные и любят там пошутить. Но я думаю, что прилеты по Европе, они абсолютно неизбежны. Но в рамках этих, там еще раз, 34-35 год, этого будет. Этого будет, и неважно, откуда это будет. Будет ли это прилеты и ракет, будут ли это вот эти бунты внутри достаточно огромного количества мусульман, как шиитского, так и суннитского толка, особенно в Западной Европе. Это уже вопрос другого интересного обсуждения, который называется «Папка 0.25%». Я сейчас не буду это рассказывать. У меня были конкретные подробные передачи. Это сверхважная история, которая, кстати, была подтверждена, скажем так, событиями арабской весны 2011 по 2015 год. И не только арабской весны. После этого эта технология была взята на вооружение. Заставить государство своими собственными вооруженными и силовыми ведомствами уничтожать себя, государства и городов и столиц своих. В буквальном физическом смысле этого слова. Так что будет ли прилет ракет или взрывят государство и этой технологии, это вопрос большого начальника, как там звезды и сложатся. Но я не просто допускаю, я практически уверен, что получится и то, и другое. Поэтому мой вам совет, ребята, уходите из всех больших городов и уходите из всех больших, скажем так, артерий логистических, либо центров, приближенных к каким-то военно значимым, либо другим энергетически значимым там объектам. И покупайте себе домик в деревне, по возможности с колодцем, купите себе солнечные панели для того, чтобы обеспечить хотя бы себе электричеством и водой. Остальное там дело наживное, там 1000-2000 квадратных метров в состоянии прокормить относительно немаленькую семью, если у вас руки растут из правильного анатомического места. Так что вот так. Заглянем в чат трансляции. Значит, почему евреи в Израиле воюют, а на Украине евреи не воюют? Спрашивает Наташа. Ну, я не знаю, насколько это правда, потому что, по-моему, евреи воюют и на фронте есть немало. Правда, это еще раз, это бедные евреи.
А те евреи, у которых есть возможности, кстати, и в Израиле это так, там воюют почти исключительно те обычные нормальные евреи. Израиль на самом деле достаточно такое небогатое государство. Если людям кажется что-то другое, я понимаю, принято считать, что если у них все банкиры и все остальное это так, то почему бы и нет. Нет, израильтяне живут сильно скромнее, чем монархи Персидского залива, сильно скромнее, чем большая часть Иордании, и даже сильно скромнее, чем более-менее значительная часть Турции. Тем не менее, они там воюют, там богатые тоже не воюют. Так, значит, следующий вопрос. Почему такое отношение к русским людям в Болгарии? Визу получить можно на одну поездку только в Москве. Болгария продалась за кружевные трусы Еврорейху. Забыли, что Россия всегда вас выручала. В том-то и дело, что никто ничего не продавал. То есть никто не продавался, нам просто вмонтировали, причем без наркоза, определенную политическую верхушку, большая часть из которых, кстати, не болгарского происхождения, чем они вообще-то и не отрицают. Значительная часть из них была как раз именно богоизбранных. Вот так вот, особенно после 1989 года, когда переворот произошел. И, как я вам сказал, был интересный случай. Мы сейчас в режиме Блиц, поэтому подробно рассказывать не буду. Когда в Болгарии в апреле 1991 года приезжал Эдуард Амвросович Шевернадзе, в апреле подчеркиваю, который тогда был министром иностранных дел Советского Союза, а не Российской Федерации, не был президентом Грузии все еще. С ним встречались член Политбюро Болгарской коммунистической партии Начо Папазов и последний советник Тодора Живкова, Чекаров, с которым, Костырин Чекаров, с которым я имел честь быть знакомым, и они его спрашивали в резиденцию Буяна. Это как, не знаю, там для Москвы это Новоогарево, там, где они там встречались, и спрашивали: Эдуард Амвросович, здесь наших коммунистических товарищей, хозяйственных руководителей предприятий гнобят, репрессуют, везде американская агентура. Как вы на это смотрите? Вы вообще-то, это вас не напрягает? Нет. На что Эдуард Амвросович ответил, и это прилагается, это документалистика: ребята, с этими вашими вопросами вам уже идти в американском посольстве. Мы там все уже передали. Угу. Так вопрос. Вот вам и ответ. Вопрос. Европарламент в четверг должен проголосовать за закупку США энергоносителей на 750 миллиардов к 2028 году. Это СПГ и нефть. Итак, Севпоток грохнули. Ормуз закрыт. У России покупать нельзя. Это главная цель Трампа? Нет, это не главная цель Трампа. Иначе Трамп не стал бы разрешать продавать, то есть пропускать иранскую нефть, не стал бы разрешать делать дерогацию насчет продажи, скажем так, российской нефти и российского газа. То есть цель Трампа была очень простая: поменять руководство, поставить их в ручном режиме, вернее, ручное руководство в ручном режиме, прирученное руководство в ручном режиме, и заполучить монополию над продажей иранской нефти и газа, как он это получил по поводу венесуэльской нефти и газа, для того, чтобы для встречи с Си Цзиньпином, неважно уже, когда она будет, и вообще-то придушить Китай и прийти к Китаю с условиями и с сильными картами, которые позволяют ему эти условия выдерживать. Раз у него по срокам это не получилось, цель Трампа была не это. Потому что сейчас понятно, что получил Израиль. Израиль получил побитые горшки и кости Ирана и ослабленная, скажем так, угроза со стороны Ирана, на некоторое количество времени, на месяцы или на годы. У Израиля есть прямой бенефит, даже если сейчас прекратятся вот эти военные действия. А у Соединенных Штатов Америки есть только единственные убытки. Они не могут компенсировать вот эти ущербы, они не могут возместить то, что они потратили, они не могут возместить даже налогоплательщикам своим вот эти повышенные цены за топливо, к которым американцы относятся крайне остро и резко. У них автомобили кушают от 15, 25 и выше. Это у них не европейские автомобили, которые по 4, 5, 6 литров на 100 километров дистоплива тратят. Так что у Трампа, если сейчас это прекратить, это будет ретироваться. Это будет не миротворчество, это будет уносить многие из базы Виктории, как мы только что сказали, в Багдаде. Вот то, что оно будет. Лина Востроилова, вопрос. Кремль наказывает украинцев за то, что предали и предоставили территорию Западу? Кремль даже не наказывает.
Кремль пытается выйти из этой ситуации, в которую вошли благодаря глупости, предательства, малодушия, бездумности и скудоумия своего. Потому что Кремль мог бы получить всю Украину малой крови, либо практически бескровно 2014, 2015, 2016 года. Более того, 2014 год, я припоминаю время, когда Виталий Чуркин размахивал в ООН бумажку, на которой он утверждал, что легитимный законный президент Украины Янукович просит военную помощь против иностранного военного вторжения и переворота от Российской Федерации. И, кстати, это подтверждал потом и Путин в фильме Андрея Кондрашова, 1,5-часового, который там был, что он это не сделал по просьбе западных партнеров. То есть Путин не оказал помощь Януковичу, спас единственный только персонально Януковича, а не Украину, не Харьковскую Народную Республику, не Донецкую Народную Республику, и не Луганскую Народную Республику, и не других одесских и прочих народных республик. Он их не спас, хотя тогда армии как таковой не было. И он как раз именно этот Кремль запретил ополченцам, которые одержали разгромные, скажем так, победы и поражения над украинской армией под Дебальцевым и под Иловайским, пойти в сторону Киева. Это он их сдержал. Поэтому сейчас кого наказывает Кремль, я не знаю. Это неправильная формулировка вопроса. Кремль пытается выйти из ситуации, в которой вляпался благодаря тому, который говорил сотни раз. Меня надули, правда, он говорил нас надули, но он себя имел в виду. Меня за нас водили, нас обманули и так далее и тому подобное. Его 8 лет за нас водили. И это светлейший ум всех времен и народов, геополитики, шахматиси, мастер многоходовочек и так далее. Ну да. А за него погибают исключительно русские люди. Кто-то может мне показать за все это время, скажем так, репрессии украинства, жидобандеровства и другие там подобные фашистующие элементы, коих действительно есть на территории Украины, что было убито столько русских людей, сколько было убито благодаря именно этой акции Владимира Владимировича Кремлевского. Такого количества... Подожди, на Донбассе убивали людей. Убивали 14 тысяч, спора нет. А да. Сейчас какими объемами... Подождите, вот сейчас нам рассказывает в ООН, 15 убили. Ну, я так понимаю, они мирных посчитали, там 15-700 детей. Это вот свежая статистика сегодняшняя мне попадалась из доклада. Я так понимаю, по мирным гражданам. Вообще, слушайте, война такая, 5 лет воюем. Кто довел до войны? Нет, подождите. А кто довел до войны? Кто довел? Можно было это сделать в 2014, 15, 16 год. Что сделать? Захватить всю Украину для того, чтобы решить весь вопрос, причем бескровно. Была на то бумажка, было на то основание, юридически легитимное. Референдумы можно было провести, и не Бензия, а тогда был Виталий Чуркин, по землям будет ему пухом. Кстати, тогда за 2 года 7 российских дипломатов было уничтожено, либо скончались удивительным образом. То есть война шла и на уровне дипломатии. Была бумага, которая давала полное право с этой тогда российской армии войти, навести порядок и закрыть вопрос навсегда, без никаких сотни тысяч жертв, как сейчас. Причем с обеих сторон. Да с обеих сторон такие же жертвы. Подождите, ну вы тоже. 2 миллиона было, 2 миллиона убитых было. Взяли, сплавили боевое крыло Майдана, отправили на Донбасс, да, для того, чтобы воспользоваться, взять власть, зарабатывать вместе с теми же россиянами, как это делали, да, и Порошенко в том числе, и, в общем-то, и плюс-минус быть, ну, скажем так, риторически несговорчивым, а по телефону жму руку, обнимаю, то есть, ну, как? Да, ну, тоже тут же какие-то странные вещи говорите, давайте в 14-м всех захватим, ну, россияне, типа, всех бы захватили украинцев. Ну, погодите, ну, тогда не было ресурса, потребности, запроса. Было. Александр, вы ошибаетесь, я вам скажу почему. 2014 год, я вам скажу, это было в начале мая. Значит, 18 марта произошел референдум в Крыму, и в начале мая к резидентам, российским резидентам, обратились большинство глав Министерства внутренних дел Украины с следующим вопросом. Если вы собираетесь и здесь сделать то же самое, в том числе и в Западной Украине, скажите вовремя, чтобы мы вам обеспечили порядка, для того, чтобы это прошло бескровно. Если хотите, как в Крыму, мы вам поможем, только дайте нам знать вовремя. То есть они выразили готовность помочь
в бескровному переходу, ну, скажем так, по крымскому сценарию областей Украины. Что произошло потом? Потом те российские резиденты донесли вот эту готовность и информацию куда надо, в результате чего 1,5-2 месяца спустя стали ловить именно этих людей, кидать их в мусорных баках, заливать их зеленкой или попросту убивать. Вопрос, кто их сдал? Кто их сдал? Резиденты свое дело сделали. Передали наверху Суркову, Сурков Путину. Дальше что? Кто этих людей предал и продал? Или не продал, просто предал? Потому что не было добро больших европейских партнеров. Поэтому референдум Крыма был референдумом, а референдумы Луганска и Донецка были недореферендумом. Так что этой материи я в очень больших подробностях знаю. Подозреваю, что вы знаете другие подробности еще более подробно. Я понимаю, что сейчас мы в публичном поле, поэтому я именами кидаться не хочу, потому что за это люди не просто пострадали, а вы сами знаете, их убивали. Была возможность, которая была ее не проспали, ее просрали. Без извинений. Причем просрал ее Кремль. Именно Владимир Владимирович, на который сейчас все молятся, и телеграм ради него там закрывают. Можно было сэкономить сотни тысяч убиенных и с той, и с другой стороны, практически все исключительно русские. Неважно, что у них какие тараканы в головах с одной стороны, и у скольких из них вообще есть тараканы, ну, с украинской стороны. Все они русские. Кто убивал больше русских, чем то, что он сотворил, благодаря тому, что 8 лет за его нос водили. Ни меня, ни вас. Бумага была, Янукович бумагу давал, подписывал. Действуйте. Что вам еще надо? А потом Казахстан, когда запросил то же самое, получил, а Украина не получила. Потому что Барак Хусейн, Абу Обама II, добро на это не давал. Он давал только на Крым. Вот такие вот. Спешите на болгарский перец, спешите на бредни ветеринара, я не против. Но я живые вещи, фактологию говорю. Потому что мне архи не безразлично, что происходит и с той, и с другой стороны. Потому что нам тоже самое здесь готовят. Пламен Пасков был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Братья и сестры, товарищи, дамы и господа, господа офицеры, господа не офицеры, которые не пьющие, друзья, не друзья, троллы и боты, вы тоже люди. Выключите все вы, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все, вас приложится. Еще раз проверьте колокольчик, проверьте подписку, поставьте нравку, а не лайк. Можете оставить и комментарий, пусть и критический. Всего вам доброго, будьте с нами. Продолжение обязательно следует. Да, увидимся, услышимся с Пламеном Пасковым в следующий вторник в прямом эфире, на том же месте, в тот же час. Как говорится. Весна набирает обороты. Жуткая, конечно, ожидается весна и с военной точки зрения, и с политической. За всем будем следить и, конечно, вместе с вами обсуждать. Добра и света, несмотря ни на что. До скорого.